Приветствую, друзья! Почти все беспроводные наушники компании Knowledge Zenith так или иначе становятся безусловным хитом в своем ценовом сегменте. Да и неудивительно, поскольку предлагает нам многодрайверную гибридную схему за условные 3500 рублей способна лишь пара производителей, у остальных всегда это что-то прям элитное и очень дорогое. Сегодня я предлагаю не просто рассмотреть, а буквально столкнуть лицом к лицу две довольно известные модели. Это VX10 и SK10. Это поможет вам лучше сориентироваться при выборе и понять, что же из них лучше подходит под ваши собственные нужды. Ах да, важное дополнение. Обе эти модели имеют так называемый игровой режим со сверхнизкими задержками. Собственно, поехали. Коробки указанных моделей немного отличаются своей конструкцией. Так, у SK10 мы имеем прозрачное окошко, сквозь которое видим кейс с прозрачным окошком, и уже в нем сами наушники. Довольно необычное и очень интересное решение. Ну а у VX10 стандартная обложка с изображением героев обзора. Сзади в обоих случаях нам нанесли основные достоинства и, собственно, адрес производства. Комплектация тут, как под копирку. Небольшой зарядный Type-C кабель, инструкция и набор силиконовых амбушюр с подрезанным сердечником. Только в случае VX10 это классический уже грибок, а у SK10 абсолютно прямая насадка. Неудобство заключается в том, что без расширения краю не происходит пассивной звукоизоляции, чего SK10 из коробки могут показаться кричащими со слабо выраженным басом. В данном случае проблема именно в насадках. Мне они тоже не сели, так что я подобрал другие из своей собственной коллекции. Здесь же сделаю еще одну оговорку. В обоих случаях места в кейсе недостаточно, если вы хотите использовать стандартную амбушюру. Крышка в данном случае не закрывается. Так что или подрезать насадку, или искать сразу с укороченной ножкой. Напомню, это касается исключительно SK10. У VX10 все просто отлично. Кейс у двух моделей круглый, удобный, но у SK10 он чуть выше, а у VX10 больше радиус. По ямкам для наушников они тоже несовместимы. Ну и, как я уже упомянул, у SK10 находится прозрачное окошко. Из функциональных элементов здесь, конечно же, Type-C порт и светодиодный индикатор внутри. Правда, у SK10 есть еще небольшая кнопочка для коммутации. Сами чашечки немножечко, но отличаются. Но в обоих случаях они сидят просто превосходно. У SK10 имеют полупрозрачный такой корпус, сквозь который просвечивается 10-мм динамик и арматурная свистелка 319. А у VX10 просто черный, друзья, непрозрачный пластик. Однако мы знаем, что внутри разместился 10-мм динамик, две среднечастотных арматуры 524 и две свистелки 319. Следовательно, если у VX10 название вполне оправдано, суммарно там действительно 10 драйверов, то как объяснить название у SK10 лично мне не совсем понятно. Внутри ведь всего суммарно 4 драйвера, это даже не половина от 10. Звуководы в каждом из случаев металлические, диаметром 4 мм, с выступом для удержания амбушюр и защитной сеточкой. На фейсплейтах в случае VX10 только надпись 10 драйверов, а в случае SK10 к вопросу подошли более творчески. Сделали позолоченную кайму и аналогичного цвета логотип по центру. Управляются они при помощи сенсора, где одно касание вызывает паузу, два перемотка, а три включения того самого игрового режима. Тут все абсолютно одинаково, как и стабильность сигнала и время работы от одного заряда. В любом случае это будет около 4 часов на средней громкости. Тут стоит упомянуть, что громкость у этих моделей с огромнейшим запасом. Выше 60% я в них ни разу не поднимал. Причем у VX10 ее на одну ступень больше, чем у SK10. Еще важная информация будет, что поддерживают они исключительно SBC и ASC кодеки без всяких датчиков приближения или водозащиты. По крайней мере, ничего подобного здесь не было заявлено. По общему времени работы чуть выигрывают SK10. У них заявлено 24 часа против 20 у VX10. Ну и важно отметить, что для SK10 производитель почти не уточнял технические характеристики, за исключением времени работы и системы излучателей. На улице обе модели работают нормально. Пропадания сигнала, конечно, случаются, но на доли секунды и очень редко. Посадка, на мой взгляд, отличная. При установке в ухо ничего не хрустит. Все необходимые отверстия для компенсации находятся на своих местах. Пользоваться удобно. Сенсор тоже срабатывает мгновенно. Ну а на что способны встроенные микрофоны, предлагаю вам ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывочки из записей. Собственно, слушаем. Тестируем качество записи беспроводных ТВС-наушников KZ VX10. Вот, собственно, так они и записывают. И именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке.
Тестируем качество записи беспроводных ТВС-наушников КЗ СК-10. Вот, собственно, так они записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Посадка в случае VX10. Посадка в случае СК-10. По измерениям у нас практически идентичный импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие в случае VX10 5,5%, а в случае SK10 2,5%, где 5,5% у VX10 наблюдается только в левом канале, в правом те же 2,5%. Фаза ведет себя вполне логично, а затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 88 и 98 миллисекунд без каких-либо дополнительных возмущений в области низких частот. АЧХ же у моделей довольно-таки сильно разнятся. И если у VX10 она более-менее равномерная, то SK10 дают заметный такой перепад частот. Низкие у VX10 подняты примерно на 12 дБ, а у SK10 на 15 дБ с плавным таким спуском до 900 Гц. Затем идет выделение области разборчивости и пик на 8 кГц для усиления детализации. При этом разброс у VX10 составляет те же 12 дБ, а у SK10 19 дБ, ну и высокие гораздо сильнее прибраны. По подаче VX10 звучат, на мой взгляд, более ровно и гармонично. Низких частот кажется чуть больше у SK10. Однако по четкости, прорисовке текстуры, скоростным показателям, очевидно, VX10 находится на 2 шага впереди. Вокал у VX10 кажется глубже, насыщеннее и богаче. При этом SK10, наоборот, больше подсвечивает верхнюю его часть, чем добавляет эдакие нотки агрессии. Средние частоты VX10, и это очень слышно на разнообразной тяжелой музыке, хорошо прорисовывают нижнюю часть, создавая достаточно мощный ритм партии. Когда SK10 чуть опускают этот диапазон по амплитуде, звук, конечно, становится чище, резче, драйвовее, но менее мясистым и кочевым. И уже из-за этого абсолютно очевидно, что для скоростного тяжа VX10 подходят значительно лучше, как и для джаза и какой-нибудь академической музыки. Да, у VX10 есть небольшой такой фон в паузах, но зато нет этого подсвечивания свистящих на вокале и ощутимой ямы между низкими и высокими частотами. Понятно, откуда подобная настройка взялась. Это почти как по учебнику АЧХ для танцевальной электроники, ну или ценителей ярко выраженной верхней половины спектра, когда все чисто, детально и бритвенно резко. Отчего на слух высоких кажется больше у SK10, но на самом деле они просто сильнее выражены по пикам. А вот продолжительнее они как раз у VX10. Детальность, разборчивость и прорисовка тембров у них на просто шикарном уровне. По отработке на скорости ни один динамик так просто не умеет. Если же говорить прямо, то в SK10 мне больше понравилось слушать книги, смотреть YouTube, играть, ну или заниматься другими околомузыкальными делами. Также неплохи они будут и в электронике, и в старой вот этой техномузыке. Что-нибудь синтезированное тут действительно оказывается очень даже в тему. В то время как VX10 прорабатывает весь диапазон, практически ничего не подсвечиваешь, тем более не обособляя. Отчего результат кому-то может показаться, конечно, мутнее и темнее, чем у SK10. Но это только до тех пор, пока вы не захотите послушать что-то достаточно требовательное. Вот там картинка, создаваемая VX10, получится цельной и естественной, а SK10 разделит ее на две части, немного поджимая центр. Все это, конечно, чистая вкусовщина. Творчество Аха, Рихана или Dance Monkey лучше заходит на SK10, а Кокон, Dark Tranquillity или Barcelona Gypsy Orchestra на VX10. Но поскольку я ближе не к популярной или танцевальной музыке, а к джазу и всяким тяжелым вещам, то мой выбор будет в сторону VX10. Здесь же я бы отметил свое другое наблюдение. VX10 намного более универсальный. Да, есть вещи, где SK10 подходят чуть лучше, но в общей массе VX10 звучат взрослее и в акустическом смысле правильнее. В то время как SK10 имеет строгий прицел на вау-эффект, а в плане музыки на хиты дискотек современных или, например, из 90-х. В любой же другой стилистике они показывают себя, откровенно говоря, слабо. Разве что любительская аудиозапись типа роликов в социальных сетях или аудиокниги в SK10 слушаются заметно интереснее, так как в силу настройки в них срезается всякий бубнеж и другие артефакты записи. В остальном же выбор VX10 гораздо более оправдан.
Итогом из беспроводных наушников КЗ VX10 и SK10 лично мне больше понравились первые. Они куда мелодичнее, ровнее, глубже, в то время как SK10 больше уходят в драйв и резкость высоких частот. При этом обе модели обладают просто великолепной разборчивостью, детализацией и тембральной проработкой. Но VX10 лучше для тяжа, джаза и разнообразной классики, а SK10 для электроники, танцевальной и другой популярной музыки. Ну и потреблять контент социальных сетей куда приятнее именно в SK10. VX10 лучше оставить для музыки, причем чем сложнее, тем лучше. Посадка в обоих случаях прекрасна, комплект практически один в один, да и внешний вид не сказать, что прям тотально разнится. SK10 чуть агрессивнее в дизайне, это подтверждается и звуком, ровно как и VX10 строгие и четкие, как и их музыкальный почерк. Из минусов в обоих моделях только 4 часа работы от одного заряда и лишь SBC и IC кодеки. Хотелось бы, конечно, чего-то побольше. Зато громкости тут просто с огромнейшим запасом. В сухом остатке для себя бы я выбрал VX10, поскольку они лучше подходят под мои музыкальные вкусы. SK10 оставил для видосиков и книг. Ну а что предпочитаете вы и почему, пишите в комментариях. А на этом у меня все. Это были гибридные беспроводные наушники КЗ VX10 и SK10. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал.